На днях у нас в гостях побывали основатели проектов «Радость Бенд» и «Радость Оркестр», наши земляки, ныне больше времени проводящие в столице и участвующие в тамошних музыкальных проектах Алексей Ситалов и Вячеслав Антонец. У них хватает времени не только играть и сочинять интересную музыку, но и анализировать системные методологические вопросы музыки как культурного феномена. Доброе утро. Доброе. Алексей, Вячеслав, приятно видеть на родной земле. Вы все-таки уже москвичи или осталось что-то в родных землях? Россияне. Россияне скорее, да? Даже как бы в мире, потому что человеку должно быть комфортно на земном шаре. Он здесь для того, чтобы получать развитие, жить. А музыка – это вот как раз одно из тех явлений, которое, с одной стороны, это образ познания мира окружающего, да? С другой стороны, это в том числе и получение удовольствия какого-то. И вообще это по сути, мир. Можно предположить, что на любой планете, где может быть жизнь, может быть музыка, только она может быть немножко другой, в отличие от нашей, немного отличаться. Тогда я хочу услышать вот какие-то критерии музыки и не музыки. Ведь звука уже много в мире, да? Когда можно говорить о том, что вот этот набор кряков, звуков, шмяков. Начинается с природы вибрации, с самого начала звука. А дальше уже в зависимости от качества вибраций, которые, будь то на планете, будь то на других планетах, они все разного качества и разной частоты. Ну, я правильно понимаю, будь наша планета немножко больше или меньше массой и какие-то другие физические условия, мы бы немножко по-другому. Дело не только в частотах, и в частотах тоже, может быть, все-таки нужно сказать, что музыка — это информация, а может быть даже в большей степени информация. Потому что мы получаем через музыку то состояние, которое потом выливается в нашу деятельность, да, в поступки, в образ мышления, в образ мышления, в менталитет, во все. Здесь нужно просто сказать, что с некоторого времени наша музыка выстроила свою звуковую систему по определенной схеме, когда поделили октаву на идеально равные кусочки для удобства. И вот это для удобства мы сейчас имеем и... Человечество имеет. Да, и как бы в чем-то это нам удобно, а в чем-то мы можем на уровне психическом не принимать вообще ничего. Но вот твое неудобство вот этой системы, оно вылилось в то, что обычная бас-гитара однажды стала безладовой. Да, однажды стала. Она может также стать ладовой, только лады могут немножко быть иначе, не на своих местах, так скажем, как это привычно для нас в наше время. Я понимаю, что у вас есть опыт взаимодействия такого продолжительного, творческого, музыкального с человеком из другой культуры. То есть, можно сказать, мы Запад, да? Такой, можно сказать. Ну, такой суррогатный. Индийский музыкант, и с другими музыкантами тоже у нас очень много. Не только с одним. Да, не только с одним музыкантом. Вот. С ним как бы большая часть. И вот этот опыт взаимоотношений, он к каким выводам вас привел? Мы разные, мягко говоря. Мы разные, но мы интересные, понимаете? Можно сказать то, что вот я с самого начала говорили о разных планетах. Можно сказать, что не надо лететь ни на какую планету. Есть разные культуры, и нужно просто посмотреть на эти культуры. И понять, постараться. Да, и вы поймете разницу вот в музыке, в менталитете, в мышлении, в энергии самой. В поступках у людей. А как уже нюансы, тонкости, это тем людям, которым действительно это интересно, они могут посмотреть в интернете,
получить оттуда информацию. Сейчас очень много информации. Любой Да, человек... значительно больше информации, чем было там не так уж давно, не было столько информации. Да, Сейчас любой человек может получить то, что он хочет, то есть узнать то, что он хочет. А что такое современен? Это то, что есть со временем. И как бы вы ни хотели, музыка все-таки должна быть современной. Не то, что должна быть, она всегда есть современная. Просто нам могут давать, ставить какие-то там виды музыки, а уже наше право там слушать это или не слушать, принимать или не принимать. Мы можем просто не принимать, потому что эта музыка не современная. Не согласен. Нет, я хочу сказать, что слово «современное», то есть «со временем», то, что идет со временем, то, что не там где-то. И немножко разделить. Вот если на психике это не воспринимается, та же современная музыка, если не воспринимается, какая она современная? Может быть, она уже устарела. Эффект продюсерства, то есть как бы руководство процессами. Помните Айзеншпис, который сказал, да мне не важно из кого. Наверное, с него вот в России началась эта история. То есть есть некая голова, которая думает, они будут, вот people схавает вот это. И начинает этому people. Скорее всего, тогда люди были подготовлены к какому-то виду, то есть воздействия на них. И человек, тот же самый продюсер, он мог предположить, что если дать, раскрутить или там преподнести музыкальную группу или там несколько музыкальных групп, то это будет восприниматься большим количеством людей. И таким образом он, может быть, имел какую-то интуицию здесь и предугадывал, как будет человек это воспринимать. Сейчас у нас общество разделилось в этом смысле, что слишком большой контраст. Нельзя уже как бы для всех преподнести что-то одно большое, общее. Нужно каждой категории, может быть, давать какие-то свои ценности, да. И поэтому вот нет таких, может быть, ярких личностей, как Цой. Там. Может быть, современные, они не должны быть вообще по закону временному. Стив Вандер сочиняет музыку, как-то ее поет там. Ну, это популярная музыка, но она такая. Это не популярная музыка Дениса Майданова. Или там Стинг, да? Тоже популярная, но у него там что-то все время какой-нибудь аккорд, какой-нибудь такой куда-то не туда. Я думаю, мало кто слушает аккорды, там, которые куда-то не туда. Это больше смотрят на картинку. Вот касаемо даже, если вы сравниваете, допустим, тот же Денис Майданов, тот же Стиви Вандер или там Стинг. Все смотрят на картинку, все мало задумываются, что там. Ну, картинка Дениса Майданова, лысого мужика в возрасте. Многих впечатляет, почему? Многих. Вот если глаза закрыть этим всем людям и сказать, доверяйте ушам. Вот это интересно посмотреть на такое явление. Я просто был на мастер-классе одного гитариста, Скотт Хендерсон, хороший гитарист. Он сказал такую вещь, что вы не сможете предать вот свои корни, как музыкант. Он делился просто своим опытом и говорил, что он имел в виду, на мой взгляд, что вот та музыка, которая в традиции есть, скорее всего, от нее и надо отталкиваться. И тогда будет успех как у музыканта. Потому что если, например, тот же Стиви Вандер или Стинг, они играют ту музыку, которую они слышали из своих радиоприемников, со своих там пластинок. А мы, может быть, пытаемся изучать и западную музыку, и пытаемся и музыку других культур, но упускаем что-то свое. И в результате у нас нет какой-то такой твердой основы. Да, или забываем, или упускаем, да, или вот не обращаем внимания. Нам, может быть, нужно посмотреть как бы вот свои корни. Если они уж прям так не видны, может быть, порыться, поискать. Поисследовать, да. Думаете, что поискать и найти обязательно можно, потому что есть примеры людей, которые там и в экспедициях бывают, что-то записывают. То есть остались люди, которые еще в силах исполнить какие-то вещи. Но, может быть, это не только ограничивается народными какими-то пениями, там, ну, песнопениями там, и народными инструментами. Может быть, это еще какой-то теория, философии. Да, и не только экспедициями, что надо куда-то идти, а может быть, даже никуда идти не надо. Может об этом думать, да? Просто даже были какие-то документы, вот не так давно попадалась информация, что писал немецкий путешественник, известный человек, о том, как, когда он посещал Россию, и он написал, что было очень много инструментов музыкальных, очень было много подобных инструментов органу. В Европе, может быть, только только начинал как-то себя проявлять. На всех площадях, да, ходили музыканты, было очень много инструментов. То есть, что это за информация? Нужно изучать, правда это, неправда. И вот здесь есть интерес. Мне интересно было бы вот
То есть получается, что мы взяли систему английскую или там, европейскую, да, и пытаемся свой менталитет, свой образ жизни, свои традиции, через нее как-то там, свои эмоции, через нее пропеть. И от этого получается, ну, не Стив Вандер, Майданов получается. А Вячеслав говорит о том, что, может быть, сесть, так сказать, подумать. Ну, откуда я мы- говорю, чтобы немного привести в порядок с самого начала вот мысли и направить их в нужное русло. Вот для меня музыка представляется, скажем так, равномерно темперированная и народная, вся, которая может быть. Вот то, что мы сейчас имеем в музыке, будь то народная, будь то музыка какого-то любого другого народа, где у нас звучат современные инструменты, это клавиши, гитары, это все музыка равномерно темперированная. Музыка, которая не имеет вот эту основу четкого разделения на равные части, звуков, я имею в виду, ну, октаву, деленную на равные части, а, скажем, та, которая сохранилась в традициях у народов, древние, я имею в виду, там, где были чистые интервалы, где были инструменты, на которых можно играть было только в ограниченном количестве тональностей, но которые вот сохранили свой колорит, именно вот звуковысотные, именно отношения. Ну, речь в том числе о резонансе, о том, чтобы... Да, это все Естественно. то, что действует на какие-то тонкие, Уровни души можно так и сказать. подсознания, скажем так, Да, чтобы объединить уже. это очень тонко воздействует на психику человека. И мы таким образом видим, что вот эта музыка у нас там такая-то, там китайская, это индийская. Мы отличаем это. Или европейская. Но в силу того, что мы все народы начали использовать одну и ту же систему, осталась только форма, то есть форма меняется. Те же самые китайцы, допустим, могут взять, играть по форме свою музыку, но звучит она так же, как и западная, на этих же звуках, на этих же 12 равномерно темперированных Да, уже звуках. И она уже не совсем китайская, она уже, Там отсутствуют оттенки. там все в числа упирается. И там все очень просто и понятно. То, что есть числа, которые у нас звучат, а есть числа, которые просто звучать не могут. Зачем это нужно вот обычному человеку, которому до музыки профессионально сугубо далеко? Вот, на что ему обратить внимание? Обратить внимание на то, чтобы человек научился слушать музыку, пропуская ее через себя не мозгом, так скажем, чтобы она его не напрягала. И, то есть если ему получается расслабиться телесно, физически, то есть это значит приятно, подходит эта музыка. А если его музыка напрягает, и если ему кажется, что это его любимая группа, но от его любимой группы ему Хочется становится, тещу в углу придушить. мало ли там что, или просто депрессия какая-то от любимой. Может быть, стоит все-таки пересмотреть эту любовь, и что за любовь. Может быть, найдется какая-то другая музыка. Если кому-то интересна «Радость оркестр», забейте в поисковую систему. Кстати, «Радость бенд», «Радость оркестр». Можете посмотреть. Я думаю, что найдутся обязательно люди, которых это крайне заинтересует, как это в свое время заинтересовало меня. Знаете, вы для меня такой продукт, который остается на грани непонимания. Я душой понимаю, что в тот момент, когда это звучит, меня это очень, как бы, так сказать, затрагивает, но У нас все впереди. Нужно меняться в лучшую сторону. У нас большое будущее. спасибо большое. У нас, у нашего города, у нашей страны, Да. у нашего мира.